надежно, комфортно. Привет, домик. О, добро пожаловать. Вначале вообще про такое энергоэффективное строительство я узнал в Германии, когда был на стажировке. Правда, не по строительству. Я вообще-то кандидат технических наук. Если что-то. Волосибиотехнологии, правда. Но, да, вот работал в исследовательском институте. Тоже в какой-то мере в теме энергоэффективности, потому что там была такая большая идея переработать отходы, получить альтернативный источник энергии. Это было очень здорово и интересно, но это так не вышло до конца никуда. И потом как раз я вернулся в Россию, и мои друзья мне сказали: вот, смотри, тут такая интересная есть история, такие есть каркасные дома. И я такой: о, так это то же самое, что, в принципе, я и видел. И, то есть те самые дома, которые можно строить современно, интересно и, самое главное, энергоэффективно. Вот. Так все это как-то сложилось, захватило, и теперь вот я уже 5-й год работаю в этой сфере. Когда ты работаешь и видишь результат, это очень сильно морально тебя подстегивает, в отличие от того, что ты можешь там годами сидеть, корпеть над какими-то теоретическими изысканиями, а в итоге тебе говорят: ну и что ты сделал, ну и ладно. Вот, а здесь ты говоришь: ну вот, смотрите, что мы сделали, что мы добились. Со снегом бы очень хорошо работать. Короче, первым делом тогда сейчас сделаем электричество. У нас одинарный Одинарку сюда, двойку и сюда тройку. До этого работал я в крупной компании. Начинал с самых низов, то есть с продавцов, и в итоге дорос до управляющего. С управляющим последний, там, получается, сколько я, 3 года проработал. Становилось все менее интереснее уже на работе. Каждый день по ходу моей на работу уже начал превращаться в такую, знаете, полукаторгу, одним словом. А когда ты ходишь на каторгу, а не на работу, и даже, ну и тем более не хобби, которое приносит тебе деньги, да, то это вообще становится очень грустно. Поэтому было принято решение, что нужно что-то кардинально менять. И вот поиски начались там. Вот. Welcome. Определился я, что работать надо руками. Туда тыкнулся, там, и успел поработать там помощником, оформителем свадеб, цветы, какие-то баннеры натягивал, еще что-то. Потом чудодейственным образом, благодаря моей любимой жене, которая кинула клич в социальных сетях о том, что вот, мол, муж тут прозябает, скучает, грустит, надо ему срочно помогать, хочет работать руками, вот разместила такое полурезюме мое, и на него откликнулись прекрасные люди, которые сказали, что хочешь поработать, вот есть бригада, физические нагрузки мы тебя обеспечим, ну а там, как говорится, как пойдет. Ну и все, я пришел в мастерскую каркасного дома, и, наверное, буквально с первых же дней я понял, что это круто, это мое, мне это нравится, потому что, кратко если сказать, да, я понял, что я вижу результат своей работы каждый день, я получаю от этого, даже не работы, а от этого хобби, колоссальное просто вот удовлетворение, я кайфую от этого хобби. И плюс это все-таки профессия. Как бы это ни говорили, это профессия, потому что строить дома — это не языком ворочать и не бумажки перекладывать с места на место. И ты действительно можешь кого-то научить. И, ну, я уже не говорю там про детей, там, внуков и так далее. То, что ты людям можешь рассказать о том, что как строить и как правильно строить, самое главное.
опять замерзла. Варя. Что, опять не работает? Так, новое. Первый обед был потрясающий. Было куча теоретических знаний, практических еще было достаточно мало, и нам попался просто потрясающий объект. Дом просто строился в склоне, то есть сначала был склон, который полностью убрали. Третий этаж только там начинал выглядывать из-за земли. Это там сверхсложный проект, там была куча и бетона, и чего только там не было. Но самое главное, там был все-таки каркас. И мы были, по-моему, очень рады наконец-то получить этот каркасный дом. Весь набор таких интересных решений, которые можно применить, там сразу были двухтавровые балки. В общем, было круто. То, что будет интересно, я не думал, что настолько будет интересно. То есть это даже, как это называется-то, мои ожидания превзошло. Потому что я каждый день получаю все новую информацию, интересную информацию, которая откладывается во мне. Поэтому все, что сказали, все происходит, все получил, одним словом. Когда мы уже начали заниматься строительством, был небольшой промежуток временной, когда я уходил работать в Иннополис. Но я работал, конечно, не по IT-сфере, а по организации, эксплуатации, чтобы этот город вообще как-то существовал. И так как я попал в самое начало, и приходилось очень много общаться с многими людьми, какие-то постоянные бумаги формировать. Вот. И именно такая организационная деятельность кипучая была. И вот я думаю, там тоже такая была неплохая в этом плане школа. То есть, конечно, работать в таком режиме, темпе мне бы совершенно не хотелось дальше, но это что-то пригодилось именно сейчас. Ну, а так, да, я там своим молоточком на даче стучал раньше нормально. Если это можно назвать работой. Когда я только-только пришел, я банально начал там долбить вопросами напарника и всех, кто со мной работал в бригаде. Ну расскажи, как. Помимо того, что я получал опыт на площадке, да, то есть я еще говорил, а как там вот этого фамилия, вот этого дяденьки старого, Хон? А, точно, Ларри Хон, все. Начал там искать в интернете, нашел там фильм его, да, то, что про строительство, посмотрел этот фильм. И отсюда пошло вот это вот по накатам. Там Ларри Хон, ага, тут что-то какой-то угольник, тут какие-то Свансон, тут фирма Милуоки, тут инструмент, а какой инструмент? И все это постепенно захватило, и до сих пор, когда есть возможность, я стараюсь самообразованием заниматься. То есть банально, купив угольник этого Свансона, я не просто его использую там как подставку под пилу или там, чтобы 90-45 градусов менять. Там есть книжечка, о которой, в принципе, 70%, наверное, вообще забывают или выкидывают, потому что она зараза еще на английском языке оказывается. Я не поленился, нашел все на русском языке, молодцы, добрые люди помогли, выложили книгу, скачал, распечатал, вырезал, собрал, сшил. У меня маленькая книжка на русском языке. Все, сижу, читаю. Бывает такая ситуация, когда ты узнал об этом, ты рассказываешь парням о том, что вот это может так, о, реально круто, работает, все, применили в работе, сэкономили время, соответственно, сэкономили деньги, все рады, довольны, и все. То есть самообразование – это одна из главных составляющих нашей работы. Если ты не будешь черпать откуда-то информацию, правильную информацию, то есть не просто там сидя, просматривая картинки красивых домов или как кто строит, то ничему хорошему не приведет. Ты как будешь на одном определенном уровне, так на нем и останешься. Это печально. Все люди, я думаю, приходят далеко не так, что я закончил 5 лет там строительного института, теперь я вот строитель, я буду строить вам дома. Нет, все приходят, это там как и я, или как другие, через другие сферы, и просто к пониманию технологий. Даже за последний год, пока мы работаем, достаточно много людей начинает обращаться и говорить, а можно у вас поработать? Ну, просто поработать, мне охота. Вот я там сижу у себя в офисе, хочу чуть-чуть руками поработать. И ты думаешь, ну, в принципе, можно, если есть объекты, если есть объемы, можно и работать. Но я думаю, так большинство людей приходит. Просто они устают от чего-то и понимают, что хотят работать с руками. И они просто хотят где-то этому научиться качественно. А где, ну вот, видимо, так правильный путь пойти просто в какую-то хорошую бригаду, сказать, ребят, я с вами теперь буду. Давайте, научите меня.
Если бы меня спросили, пошел бы ты там класть кирпич или там бетонное перекрытие, я бы сказал, не то. Здесь я ближе к природе, ближе к людям, не знаю, как бы я это чувствую, ощущаю и так далее. Бетон ты залил, все, он отстоялся. Там, ну, как бы по технологии, если все правильно. И все, ты забыл про него все. А дерево, оно, знаешь, ты можешь с ним еще и играть, и переигрывать. То есть дерево живой материал, да, там наша любимая поговорка, пословица. Да, кучу понятной сложностей настройки, это же не только так, как красиво там все показывают. Естественно, есть там вот снежок там выпал, надо его почистить, и там еще что-нибудь застряло, или там товар не приехал, из которого надо сделать дом. Все это понятно, проблемы есть, но то есть я не могу сказать, что все, типа в офис я никогда не приду. Именно в плане роста компании и организации, почему нет, можно. Но раз в недельку выехать помахать молоточком, с удовольствием, всегда. Не знаю, люди пугаются, что ли, вот это вот какой-то новизны. То есть, если ты говоришь им каркас, они говорят, ну брус, да? Ты говоришь, нет, не брус. Они говорят, ну значит сруб. Нет, не сруб. Говорят, а что тогда? Количество каркасов, там, если взять в пропорции, там, грубо говоря, раньше было 100, наверное, каркасов в год строили, сейчас их 1000. И я думаю, это будет здорово развиваться, потому что, ну, с учетом всего, люди начинают лучше считать, лучше понимать плюсы этих домов. И поэтому, я думаю, рост будет постоянный. Осталось только, чтобы все и качество постоянно росло. С одной стороны, если появляются конкуренты, которые хорошо строят, это даже здорово, наверное, в чем-то. Но пока, конечно, большинство все равно это печальные каркасы. Когда начинаешь людям объяснять, там, сколько вот сколько дом стоит, ты говоришь, вот такая сумма. А что так дорого-то? И что тут деревяшки что так дорого стоит? Ты говоришь, тут помимо деревяшек вот это. О, да я за эти деньги там сейчас 3 этажа кирпича отстрою. Понимание растет, понимание заказчиков очень сильно сейчас изменилось. Там 4 года назад вообще про каркасники знали очень плохо. Сейчас уже звонят, очень часто говорят, я хочу УШП, я хочу скандинавской технологии, я хочу фермы, или там двутар, и ты так, здорово, то есть человек уже разбирается. Таких мало, но это есть. Поэтому побольше нужно таких людей, которые все это начинают понимать и выбирать тебя именно потому, что понимаешь, что ты это понимаешь. А не так, что, вроде вы каркас там строите, да, там из чего, что. Хотите, естественно, влажность сделать, доску построим, хотите, там ленточка с чем угодно, построим. Не так. А когда ты говоришь, у нас есть свои условия, у вас есть свои условия, давайте это как-то свяжем, если мы сойдемся, мы начинаем работать. Это сложно, но это сейчас происходит потихоньку. Да, у нас есть косяки, мы эти косяки исправляем, вопросов нет. Потому что нету абсолютно идеальных строителей. Нет абсолютно идеальных строек. Когда тебе говорят, что мы экономим там материал, и у нас там нет никакого переизбытка, а там остатки-то 0,01%, или там мы считаем каждый гвоздь, у нас там вообще не остается лишнего ни одного гвоздя, или там, не знаю, мы посчитали ковату прям все до одного там килограмма. Ты думаешь, не знаю, верить, не верить таким людям, потому что нереально сделать это так. У тебя есть сумма, смета, и ты понимаешь, понятно, что ты хочешь сделать что-то и за это заработать. Соответственно, есть два пути. Я думаю, большинство начинает делать как можно быстрее, как можно, чтобы ты заработал побольше за меньшее количество времени. Есть второй путь, ты понимаешь, да, у тебя есть сумма, но надо сделать максимально качественно, чтобы получить хороший результат. Можно не искать специальные гвозди для перфорированного крепежа, закрутить все черным саморезом и пойти дальше. А можно их подождать неделю. И за эту неделю подумать, что тебе еще сделать настройки, чтобы пока они пришли, эти гвозди из далекого там Санкт-Петербурга, например, ты построил так работу, чтобы все не стоять, там, чтобы сделать что-то полезное. То есть сложность именно подходит твоем к процессу. Я хочу, чтобы, когда ты говоришь строитель, перед тобой действительно возникал образованный молодой человек, который развивается, который читает литературу, который смотрит и перенимает правильный опыт, хороший опыт коллег по всему миру, адаптируя под свои условия. Понятное дело, что одно дело, как строить в Австралии, да, где тоже, в принципе, каркасные дома строят, другое дело, как строят там
той же самой Скандинавии или в Канаде, где разные климатические пояса абсолютно. Можно взять что-то оттуда, можно взять отсюда под нашу страну, вот это вот сложить и такую коллаборацию выложить. Вот. И самое главное, что строитель должен быть, не знаю, честным. Вот такого я вижу строителя. У нас молодые ребята все какими-то одинаковыми жизненными ценностями, всем просто по кайфу работать на объекте, на стройке. И мы как-то стараемся очень понимать заказчика. То есть не просто как человек с какой-то суммой денег, который нам должен ее наконец-то отдать, когда мы что-то сделаем, а мы понимаем, что это человек, который строит себе дом строит там, не 10 раз в жизни своей, и он хочет получить что-то хорошее, качественное, и стремишься понимать его очень сильно. Вот. И мне кажется, вот это одно из таких главных наших особенностей.